В декабре 2009 года в небе над московским Кремлем завис гигантский НЛО в виде пирамиды. Каждая его грань была около 1,5 километров. Он находился в воздухе несколько часов, и очевидцам даже удалось его снять. Военные и космические эксперты не смогли объяснить, что это. Ровно через год такую же пирамиду наблюдали в Китае. Спустя 3 месяца похожий объект зафиксировали телекамеры над Южной Америкой. Потом НЛО пирамидальной формы видели в Испании, Англии, Франции и Японии. Первое упоминание летательных аппаратов в форме пирамиды встречается в хрониках древних шумеров. Эта цивилизация обитала 6000 лет назад на территории современного Ирака. Их боги летали на пирамидальных кораблях в космос. Младшие боги Шумера назывались анунаками, верховные неферами. Написано, что все они прилетели с планеты Нибиру. В жизнеописании шумерского правителя Гильгамеша сказано, он тоже был на 2/3 богом, на 1/3 человеком. В древних текстах сказано, что анунаки вместе с людьми строили на земле первые зиккураты, ступенчатые пирамиды. В Древнем Египте также поклонялись камню Бен-Бен пирамидальной формы. Современная Москва – город, живущий в безумном ритме. Такую энергетику создают здания в форме пирамид. После Великой Отечественной войны архитекторы Дмитрий Чечулин и Алексей Щусев должны были возвести в Москве 7 гигантских домов-пирамид. Столица Советской империи нуждалась в новой магической силе. Строительство сталинских высоток завершили в рекордные сроки. 7 зиккуратов, ступенчатых пирамид, были воздвигнуты на месте древних славянских капищ. Поставили этих 7 сталинских высоток, так называемых, поставили их на сакральных местах. Архитектор генерального проекта вообще переделки Москвы был архитектор Мельников, который сам по себе являлся человеком загадочным, входил в ряд особо тайных обществ. И когда Каганович принес план Москвы на утверждение Сталину, были еще планы братьев Весняных и еще других архитекторов, и Сталин даже не стал рассматривать другие проекты, подписал строить так. Увенчать этот ансамбль готовилась огромная ступенчатая пирамида «Дворец Советов». Вращающаяся статуя Ленина наверху генерировала бы силовые поля. Советские вожди верили в мистическую силу древних знаний и строили приемопередающие устройства для воздействия на массы людей. Если пирамида построена правильно, с точки зрения геометрии, с точки зрения принципов, воплощенных в нее, и она установлена на правильном месте, с точки зрения геологии и энергетических потоков, которые Земля излучает, и которые пирамида усиливает, то человек, который находится в пирамиде, получает очень интересные, необычные возможности. После Великой Октябрьской революции в России к власти пришли люди, среди которых были адепты тайного оккультного ордена. Руководил братством мистик Гурджиев. Его лучшие ученики – Блаватская, Успенский, Микоян и Сталин. В недрах и советской власти, и даже такой закрытой организации, как ВЧК, существовали оккультные, или даже не то чтобы оккультные, мистические кружки, типа масонских, ложь. И одну из них возглавлял Глеб Бокий, зам Дзержинского, который потом возглавлял оккультный отдел ВЧК. И занимались они очень сильно мистическими проектами. Сразу после смерти Ленина в сердце Москвы возвели пирамиду. Сначала она была деревянной. Каменный вариант сделали спустя годы. Архитектор Алексей Щусев, принадлежавший к тайным обществам, сделал мавзолей по примеру шумерских ступенчатых зиккуратов.
Братство знало, пирамида будет хранить дух вождя и подарит ему бессмертие. Для того же создали и магическое заклинание: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Это позволяет мумии сохраниться. Сохраниться не то чтобы телесно, а сохраниться духовно. Наука только подошла к разгадке того, как геометрия предмета влияет на пространство. Ответы дала концепция торсионных полей. Это направление физики в России считается не академическим, а в мире секретным. Торсионные поля — это вихри сверхмалых частиц. Их обнаружили, исследуя вакуум. Пирамида поляризует вокруг себя пространство по торсионным полям. Причем внутри пирамиды оказываются левые торсионные поля, а над ее вершиной правые торсионные поля. Сумма этих полей равна нулю. Если их все усреднить, а вы убрали пирамиду, ноль в вакууме, поставили пирамиду, она каким-то образом, пока нам неизвестным, поляризует пространство, вакуум, пустоту, и получается правые и левые торсионные поля. Они по-разному действуют на биообъекты. Все в мироздании имеет форму вихря. Галактика — око тайфуна. ДНК человека имеют правое положительное торсионное поле. Не случайно спираль, закрученная против часовой стрелки, символ жизни в самых древних культурах. Из вакуума можно извлекать бесконечную энергию и на ее основе создавать принципиально новые двигатели. Транспортный аппарат, использующий вихри вращения, это прорыв в авиации и космонавтике. Выглядит он, скорее всего, как летающая тарелка. То есть он такой приплюснутый. Вот берете две тарелки нормальные и складываете. Почему? Потому что там организуется вращение определенного материального движителя. Вот там должно быть что-то, что вращается. И мы этим вращением можем управлять. И когда мы управляем вращением, то есть меняем угловую скорость, тогда и возникает эта сила тяги за счет искривления пространства. Самые известные пирамиды Земли – египетский комплекс в Гизе. Великая пирамида Хеопса, вторая Хефрена и третья Микерина. Как написано в египетской книге мертвых, все пирамиды Египта – это отражение небесного Дуата, царства бога Осириса. И пирамиды действительно есть на небе, на планете Марс. Геолог Владимир Авинский 20 лет исследует снимки марсианской поверхности. Он умеет отличать природные образования от зданий. Пирамиды на Марсе есть. И это развалины каких-то древних марсианских цивилизаций. Пирамиды марсианского региона Сидония похожи на земные в Гизе. Однако размеры их поражают. Высота 500 метров, длина основания 2 километра. Они в 5 раз больше египетских. Всего известно более 10 таких сооружений разной формы. Обычные, ступенчатые, с искривленными гранями и даже 5- и 6-угольные. И они, естественно, более древние, чем земные. Если считать и сравнивать с земными пирамидами, что мы сделали, наверное, марсианские образования – это исходный вариант сооружений на Марсе, а у нас сильно уменьшенная копия. Недалеко от комплекса марсианских пирамид расположена знаменитая скульптура Сфинкса. Загадочное лицо размером в 1,5 километра. В другой части планеты астрономы рассмотрели на снимках руины, похожие на земные развалины перуанского города древних инков. Такие косоугольные кварталы линейного такого порядка, будем говорить, образования, назвали Инка-Сити, город инков на Марсе. Все эти объекты явно не могла сотворить природа.
Геологи до сих пор ломают голову насчет сооружений, известных как марсианские стеклянные черви. Это трубчатые тоннели диаметром в сотни метров. Они ныряют вглубь Красной планеты, искривляются под ландшафт, стыкуются под прямыми углами. И вся внеземная реальность вот этими высшими кругами, она затирается. Невыгодно нам пускать внеземную реальность не то что в нашу жизнь, даже в наше сознание. Тогда придется по-новому смотреть на мир. Если там на Марсе была цивилизация и погибла, значит, нам надо беречь свою цивилизацию, чтобы она не погибла. В Египте много пирамид, и они сохранились лучше других на планете. Летописи рассказывают, каждый великий фараон строил для себя индивидуальное сооружение. Указывается, что обычно это делалось с целью общения с богами, либо для того, чтобы дух царя остался в пирамиде. Ни один древний египетский царь не собирался быть похороненным в ней. Для этого существовал город мертвых, подземные усыпальницы на западном берегу Нила. Ни в одной погребальной камере никого не нашли. Ни одного человека. Ни мумий, ничего. Они все в долине царей. Причем уже позже оставшиеся. При тщательном исследовании обнаружили, что возраст египетских пирамид весьма разный. В основании некоторых сооружений лежат идеально отшлифованные многотонные блоки. Сверху на них нагромождены камни грубой обработки с иероглифами более позднего времени. Даже в том же самом Египте есть совершенно четко можно выделить пирамиды, которые были построены в древней цивилизации, там, скажем, по нашим оценкам, 10-12 назад. Да? А есть то, что построили фараоны. Разные технологии, разные подходы, сохранность в итоге разная. Но есть, например, пирамиды, которые внизу часть от древней цивилизации, а сверху уже фараон что-то достраивает.